Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас поговорим о знаках зодиака, которых ждут неожиданные деньги в апреле 2022 года. Также уделим внимание каждому знаку зодиака и поговорим о том, что же ждать относительно денег, относительно работы в апреле 2022 года. Поэтому обязательно просмотрите свой гороскоп и просмотрите гороскоп для каждого члена своей семьи, чтобы понимать, где же вам обязательно ждать деньги. Итак, начинаем со знака зодиака Овен. Уважаемые Овны, уже с начала апреля вам обязательно стоит уделить внимание своей работе. Думайте о своем будущем, о своем карьерном росте. И также думайте и выбирайте то направление, где вы желаете и понимаете, что могут быть перемены. Также обращаем ваше внимание, что в течение апреля для вас будут важны связи, и благодаря вот этим связям вам могут оказать определенную услугу, а также помочь в денежном или рабочем деле. Также обращаем ваше внимание, уважаемые Овны, что во второй половине апреля что-то может вставать на паузу. Это могут быть разные обстоятельства и ситуации, которые, к сожалению, будут тормозить ваши денежные и рабочие планы. Но ваша цель не заострять на этом внимание, а двигаться только вперед. Если вы в течение апреля будете правильно выбирать моменты, будете выбирать правильные связи, отношения и так далее, то вы сможете заиметь, то есть, знаете, в апреле для себя заложить основы в работе, в личной жизни, в деньгах, и уже в мае, в июне вы сможете это все вернуть себе в полном объеме. Далее, Телец, уважаемые тельцы, для вас апрель достаточно будет благоприятным месяцем. В этот период вы можете вкладывать деньги, вы можете покупать имущество, в том числе делать ремонт, а также старайтесь создавать вокруг себя хорошую атмосферу. В течение всего апреля у вас будут возможности, уважаемые тельцы, начать новую работу. Если вы предприниматель, также вы можете открыть новый бизнес. То бишь, также если у вас какое-то есть хобби, оно также вам может принести дополнительный доход. Также обращаем ваше внимание, уважаемые тельцы, что во второй половине апреля стоит копить деньги, искать только для себя самые выгодные варианты, а также если вы планируете вкладывать деньги, в этот период обязательно вникайте в любые детали. Если вам рассказывают о том, что этот выгодный бизнес и буквально нужно вложить какую-то маленькую сумму, берите бизнес-план и прочитывайте внимательно, потому что будут находиться люди, которые понимают, зная, что у вас есть деньги, и пытаются таким образом их взять, а потеряв деньги, будут для вас в дальнейшем это проблематично. Также, уважаемые тельцы, в апреле благоприятно вам будут менять работу, а также вы даже можете поменять сферу деятельности, и у вас все удачно и благополучно сложится. Далее, близнецы, уважаемые близнецы, для вас апрель это станет месяц достаточно активных действий. Вам нужно в это время трудиться, подписывать всевозможные контракты, которые вам принесут прибыль в ближайшем будущем. Также думать о том, как вы можете привлечь деньги в свою жизнь. Дело в том, что, уважаемые близнецы, для вас именно апрель это вот та дверь, в которую вы можете открыть и получить потоки прибыли. В то же время на протяжении всего апреля, уважаемые близнецы, могут накапливаться какие-то проблемы, какие-то трудности, знаете, неувязочки, но ни в коем случае не переоценивайте свои возможности и не перенагружайте себя проблемами в работе. Также обращаем ваше внимание, близнецы, что во второй половине апреля могут быть такие ситуации, где вам нужно будет отстаивать свои интересы и выяснять отношения. При этом это может быть и в коллективе, и дома, на работе, то есть везде, и даже с партнерами. Поэтому старайтесь во второй половине апреля быть немножечко аккуратнее с людьми и со своим языком.
В целом, апрель, уважаемые близнецы, будет такой, знаете, на грани двух. С одной стороны, у вас есть большие возможности, чтобы получить деньги, привлечь деньги в свою жизнь. А если вы, знаете, не будете уделять внимание себе, не будете заниматься самообразованием, возможны затруднения и ограничения. Далее рак. Уважаемые наши раки, для вас апрель это месяц, когда вы можете ощутить первые результаты как в карьере, так и в бизнесе. А также главное, чтобы вы вот в апреле распорядились правильно энергией. Также в течение всего апреля, уважаемые раки, вас ждут хорошие новости, благоприятные обстоятельства и достижение тех целей, которые вы прописали в январе-феврале этого года. Также обращаем раки, что менять работу или искать новую работу именно во второй половине месяца не стоит, потому что результат может быть плохим. То есть сначала вам могут рассказать и предложить что-то хорошее, вы клюнете и в результате окажетесь не у дел. Поэтому не спешите во второй половине месяца менять работу. В целом, уважаемые раки, апрель вам будет нести перемены, но здесь важно не совершайте каких-либо необдуманных поступков. Вы решили что-то предпринять, решили что-то сделать, проанализируйте, задавайте кому-то вопросы сами себе, вы задавайте, делайте выводы и только после этого двигайтесь вперед. Лев, уважаемые львы, вот вам в апреле очень важно сохранить вот то, что вы наработали за какой-то определенный период времени. Также постарайтесь держаться за ту ситуацию, в которой вы находитесь, она для вас сейчас благоприятно влияет, и также для вас апрель это месяц того, что вы можете продвинуться по карьере и увеличить тем самым свои доходы. Но в течение апреля могут быть проблемы с деньгами, с семейным бюджетом. У вас будет необходимость вкладывать и искать средства, чтобы решить какие-то моменты в своей жизни. Также обращаем ваше внимание, уважаемые львы, что во второй половине апреля благоприятные поездки, смена работы для вас, также поиск новой работы, но это только в том случае, если вас что-то не устраивает на работе, которой вы сейчас. В целом, уважаемые львы, для вас апрель это будет такой месяц расходов и возможностей. Все зависит от того, насколько вы будете рассудительны и мудры. Далее, Дева, уважаемая наша Дева, для вас очень важно, чтобы вы реализовывали амбиции в карьере и в денежных делах и не ставили себе какие-то малые ограничения. То есть, если вы планируете условно купить машину, значит, вам нужно вложить больше своей энергии, сил, возможно, пойти на какой-то риск для того, чтобы те цели, задачи были реализованы. В течение апреля, уважаемая Дева, оформляйте, если у вас есть, планируете с кем-то судиться, судитесь, будет все в вашу пользу, отстаивайте свои интересы, а также, и вот если вы решили, что вы правы в материальных вопросах, значит, идите до конца. Также, уважаемая Дева, во второй половине апреля могут быть успехи в трудных делах. Также у вас может быть разрешение тех проблем, которые накопились за несколько месяцев или были на протяжении нескольких месяцев. Также вы решите вопрос с кредитами и с долгами. В целом, в апреле, уважаемая Дева, вам могут быть вызовы и трудности, но вы через силу сможете многое решить. Помните об этом. Весы, уважаемые наши весы, именно для вас в апреле ваши недоброжелатели будут достаточно активны, поэтому могут быть всевозможные сомнительные ситуации, а также есть риски потери работы и доходов. Поэтому, чтобы этого не произошло, будьте очень внимательны и осторожны. При этом это как в коллективе, так и со своими друзьями и знакомыми. В течение апреля, уважаемые весы, избегайте любых перемен. Если вам тяжело, у вас что-то не получается, видите, что проблемы, берите отпуск и ставьте на паузу все ваши дела, потому что ни к чему это не приведет. Во второй половине апреля, уважаемые весы, наступит хороший период для новой работы, поиска работы и деловой активности. В
В целом в апреле лучше избегать каких-либо расходов, потому что, ну, вот для вас вот такой вот месяц, когда будут многие моменты не получаться, даже если вы будете вкладывать в бизнес, учтите, вы со временем просто поймете, что вас или где-то развели на деньги, или допустим, вам контракт не в вашу пользу и так далее. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Скорпион, уважаемые скорпионы, для вас апрель будет благоприятен и для новой работы, и для новой сферы деятельности. Поэтому для вас, уважаемые скорпионы, апрель – это время реализовывать все свои идеи и желания. Но очень важно, чтобы на протяжении апреля вы учились, постигали знания и прислушивались к советам. Во второй половине апреля могут быть хорошие предложения в работе, в карьере, а также будет возможность что-либо улучшить. Поэтому в целом в апреле вы учитесь, развивайтесь и беритесь за новые труды. Это вам поможет с деньгами в будущем. Далее стрелец. Уважаемые стрельцы, в апреле для вас будут разрешены какие-то кризисные дела и ситуации. Также откроются перед вами новые возможности, новая работа или даже новая дорога. Поэтому будьте готовы. В течение апреля, уважаемые стрельцы, может быть рост доходов, особенно в вашем бизнесе, в ваших финансах и делах. Поэтому нужно обязательно, уважаемые стрельцы, полагаться только на себя. Во второй половине апреля, стрельцы, для вас благоприятно что-то осваивать новое. Также может быть предложение в работе, новая должность или новая сфера деятельности. В целом апрель дает вам возможность зарабатывать и осваивать что-то новое. Козерог, уважаемые наши козероги, в начале апреля может быть какая-то у вас тяжесть, знаете, замедление финансовых дел, какие-то планы, которых вы планировали, могут просто откладываться. Но в то же время в течение апреля благоприятен новый труд, созидание и развитие своего мастерства. Также во второй половине апреля, козероги, вам важно находить подходы к людям, договариваться и заводить полезные связи. Также достаточно хорошо будут успехи и в сфере услуг. В целом апрель, уважаемые козероги, будут постепенно набирать обороты как в денежных, так и карьерных делах. Водолей. Уважаемые водолеи и водолеи, будьте осторожны в начале апреля. Не поддавайтесь какому-либо давлению и внешним негативным факторам. И вообще в течение апреля очень важно, уважаемые водолеи, вам учиться, постигать новые знания, но в то же время не рассказывайте о своих планах людям, даже самым близким. Если вы задумали что-то открывать или реализовывать какой-то проект, сначала сядьте и обдумайте вот именно апрель для того, чтобы проанализировать, собрать всю информацию и только после этого идти к своим целям. Во второй половине апреля, уважаемые водолеи, стоит избегать расходов, сомнительных дел. Также, уважаемые водолеи, вас кто-то может подставить в работе или в денежных делах. В целом апрель может нести, уважаемые водолеи, вам много мелких хлопот, неоправданных ожиданий и сомнительных денежных ситуаций. Далее рыбы, уважаемые рыбы, для вас именно апрель – это месяц, когда вам нужно отдохнуть, поставить паузу во всех своих делах и стоит ждать благоприятных внешних обстоятельств. В течение апреля могут быть небольшие успехи в увлечениях, в мелких денежных делах, в поездках и карьере. Также, обращаем внимание, наши рыбы, во второй половине апреля стоит активизировать свои возможности, амбиции. И также у вас, уважаемые рыбы, может быть прорыв и продвижение в материальной сфере. В целом, постарайтесь, уважаемые рыбы, для себя взять апрель как для отдыха и уже начиная с мая начать делать великие дела. По-другому, к сожалению, рыбы, у вас никак. Вот такой, друзья, у нас с вами гороскоп, денежный гороскоп на апрель 2022 года. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените. Отправьте им это видео, чтобы они знали и понимали об тех подсказках, которые их ждут в апреле 2022 года. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Выбирайте тот прямоугольник, который вам больше интересен, важен. Смотрите, там очень
очень много для вас подсказок, а также важной и нужной информации. Всем приятного просмотра и чудесного и плодотворного апреля!